Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище, а меня зовут Сталик Ханкишиев. И я хочу спросить у вас, любите поспорить о шашлыке? И какой же шашлык вам больше нравится? Из свинины или из баранины? Почему-то все спорщики совершенно упускают из виду другой, отличный продукт для приготовления шашлыка. Я говорю о курице. А между тем в странах, где шашлык готовят просто для еды, а не только по праздникам, курица довольно популярный ингредиент. И есть рецепт у меня. Он прекрасный, как песня. Этот рецепт называется «Шашлык из курицы по-ирански». Я его каждый год готовлю, и многие люди готовят по этому рецепту каждый год. И каждый год мы все радуемся, потому что получается очень вкусно. А все потому, что и я, и люди, которые научились готовить по этому рецепту, соблюдаем некоторые правила. Вот, например, ножки и крылышки мы непременно нанизываем на разные шампуры. А почему я так делаю? А все потому, что и я, и те люди, которые готовят по этому рецепту, мы соблюдаем некоторые правила. О, вот грудка пошла. Грудка, как правило, у всех получается сухой. А у нас грудка получится восхитительной. Ну и последняя запчасть от курицы – бедрышки. Самая простая. Признаться честно, бедрышки без кости, пусть будут со шкурой, у всех получаются очень вкусными, очень сочными. Даже у тех, кто не знает секрет моего волшебного маринада для шашлыка из курицы по-ирански. А вы хотите узнать секрет маринада для шашлыка из курицы по-ирански? Тогда, пока разгорается уголь, пойдемте, я вам все покажу. Только вы мне сначала расскажите, что вы делаете с цедрой, когда покупаете апельсины? Мы срезаем ее тоненькой овощечисткой и сушим, а потом используем в качестве специи сушеную цедру в ступку, к ней крупную соль и черный перец горошком. Если все это перемолоть, то получится очень ароматная смесь с буквально волшебным запахом. А еще цедру можно размочить в горячей воде и нарезать тоненькими полосочками. Если эти полоски добавить к моркови, да на плов, то никто не угадает, откуда у плова взялся этот необыкновенный, таинственный аромат. Но сегодня цедра – одна из составляющих целого букета ароматов. Чтобы ароматические вещества передались курице, необходимо растительное масло. Ведь очень многие ароматические вещества являются жирорастворимыми. А кроме того, общедоступные бройлерные куры, которые, как правило, и используются для шашлыка, недостаточно жирны. Несколько зубчиков чеснока, растертый в ступке и заваренный горячей водой шафран. Шафран можно, конечно, заменить куркумой, желтым порошочком. Цвет будет похожий, только аромат будет не совсем тот. Но ничего страшного. Вот лимон. Лимонный сок – это одна из составляющих будущего маринада. Понимаете, кислота от лимона, а запах от апельсина. Но не стоит соблазняться идеей использовать именно апельсиновый сок. Получится неправильно, слишком сладко. А сладость и некоторую густоту маринаду мы придадим за счет совсем другого продукта. Возможно, неожиданного. Но это обыкновенный лук. Возьмите белый, который послаще. Одной головки лука достаточно для маринада, предназначенного на 4-5 килограмм курятины. Отсюда было рассчитано и количество соли, необходимого маринаду. Этот маринад уже всем хорош. И цветом, и ароматом. Осталось добавить к нему еще одно маринующее вещество, которое сделает маринад достаточно густым
и обволакивающим. Я говорю о сметане. Однако, если у вас попадется очень густой, буквально комками йогурт, не пренебрегайте такой возможностью. Вы получите абсолютно оригинальный вкус. Но и сметана из обычного магазина тоже сработает превосходно. Только не пробивайте сметану в блендере с остальными продуктами. Она станет жидкой и больше никогда не загустеет. Размешайте ее при помощи вилочки либо ложки. Ну а вот и курятина. Обратите внимание, что вся курятина отсортирована. Грудки отдельно, ножки отдельно, бедрышки отдельно и даже крылышки тоже отдельно. Вот так и надо их мариновать. Все по отдельности, чтобы части курицы не смешались, чтобы на каждом шампуре была только одна разновидность куриных запчастей. То ли ножки, то ли крылышки, то ли грудки. Дело в том, что все куриные части жарятся по-разному. Разное время, разная температура, разная корочка и степень прожарки для каждой части курятины. Перчатки я надел вовсе не для того, чтобы курятину не испачкать. У каждого, кто зашел на кухню, должны быть идеально чистые руки. Перчатки необходимы для того, чтобы сами руки не пропахли этим маринадом и не окрасились шафраном либо куркумой. А маринад прекрасен, не правда ли? Необходимо перемешать, чтобы каждый кусочек курятины покрылся маринадом, чтобы каждый кусочек курятины пропитался маринадом, приобрел вот этот аромат, просолился, стал вкуснее, нежнее, аппетитнее. Бройлерная курятина из супермаркета, как правило, довольно нежная и без маринада, довольно мягкая. Но мало ли чего. Вдруг вам попадется хорошая деревенская домашняя курочка. Ее необходимо мариновать минимум сутки, а бройлерную хотя бы 8 часов. Но это еще не все. Очень важный ингредиент для данного кебаба – соус, которым его смазывают во время обжарки. Но прежде чем начинать жарить, надо уголь подготовить. Во-первых, крупные угольки следует разбить на более мелкие, размером с орех. Во-вторых, уголь в мангале необходимо распределить таким образом, чтобы жар он давал равномерный. Ну и третья задача, совсем уж простая. Часть мангала должна жарить очень сильно. Часть мангала должна давать умеренный жар. А какая-то часть мангала пусть остается вовсе свободной. А уж про то, что жарить шашлык следует только на так называемых седых углях, таким специалистам, как вы, я думаю, говорить не стоит. Нам осталось приготовить соус. В ковшике у меня граммов 100 хорошего сливочного масла. Вот здесь у меня настой шафрана. Растерли шафран, залили кипятком, получился настой. Выливаем его к сливочному маслу. А вот здесь у меня отличный лимон, который даст превосходный сок. Выдавливаем лимонный сок к шафрановому настою и сливочному маслу. Разумеется, сливочное масло должно растаять. А вот поставим сотейничек на уголь, и все произойдет очень быстро. Ножки, так называемые барабанные палочки, они самые толстые. Внутри них косточка. Готовиться они будут дольше всего. Поэтому если их поставить на сильный уголь, на очень жаркий уголь, они очень быстро зарумянятся снаружи, но останутся сырыми внутри. А вот на слабеньком огне, да еще никуда не торопясь, они пропекутся ровно так, как надо. Соус готов. Полюбуйтесь, какой красивый. Крылышки. Крылышкам место рядом с ножками. Пусть сначала они прогреются как следует, а уж потом мы их подрумяним и сделаем даже слегка хрустящими. Бедрышки со шкурой можно готовить на довольно сильном огне, но готовы они будут слегка попозже, чем шашлык из куриной грудки.
Куриная грудка пусть стоит вот здесь, ну а ножки и крылышки пора переворачивать. Алгоритм приготовления этого шашлыка таков, что берем кисточку, можно взять, кстати говоря, вот не такую понтовую, а обычную кисть малярную, чистую новую кисть. Окунаем ее в соус и смачиваем весь шашлык. Понимаете, что происходит? Ну, здесь кебаб уже слегка подсох, а мы его смачиваем сливочным маслом, лимонным соком, настоем шафрана. И все эти чудесные жидкости впитываются в курятину. И от бедрышек пошел запах, пошел дымок. Переворачиваем, не ленимся переворачивать. В этом секрет успеха данного шашлыка. А раз перевернули, смазывать. Не даем пересыхать курятине, ни в коем случае. Смазываем, не даем пересыхать курятине, ни в коем случае. И дальше все довольно скучно, здесь даже говорить не о чем. Потому что постоянно одно и то же. Перевернул, смочил, перевернул, смазал. Зато запах раздается. О, на весь наш подмосковный кишлак. Впервые в своей жизни я вдохнул этот запах в городе героя капиталистического бизнеса Дубай. У меня там был приятель, иранец по национальности, Хасан. Он меня пригласил, говорит, пойдем пообедаем в хороший ресторан. Так вот, запах от этого шашлыка разносился на 2-3 квартала вокруг. Меня бы и без Хасана ноги сами привели к этому ресторану. Мангал стоял прямо в окне, шашлычник работал прямо перед окном и без конца смазывал. Его движения были похожи на движения дирижера. Самое время не размахивать палочками, а поставить помидоры и перчик на уголь. Пусть тоже запекутся. Люблю вот этот момент, когда на шашлыке появляется первый легкий румянец. Еще одна особенность данного шашлыка состоит в том, что благодаря смазыванию поверхность шашлыка постоянно остывает. А тепло проходит все глубже и глубже, до самой косточки. Поэтому шашлык бывает приготовлен полностью, но при этом не получается сухим. Понимаете, мало того, что мы пропитываем, так мы же еще этим соусом и слегка остужаем шашлык. Грудка готовится меньше всего. Она у меня почти готова. Почти, но не совсем. Так зачем же я снимаю ее с мангала и убираю в сторонку? А я ее потом подогрею и подам одновременно с остальными частями от курицы. И у меня весь шашлык будет равномерно горячий. Думаю, что и бедрышки замечательно готовы. Отложим в сторонку для того, чтобы подогреть перед самым финалом, перед подачей. Потому что на стол такой шашлык должен подаваться шкварчащим, звенящим, издающим опьяняющий аромат. Сгребаем уголь поплотнее, даем подрумяниться шашлыку и включаем акселератор. Обдуваю, подгоняю кислород к уголькам, и они полыхают ярко-красным светом. И такой уж и красной тут же получается курятина. Что-то я вам давно один анекдот не рассказывал. Это еще в советские времена было. Приезжает один инженер, скажем, из Свердловска в командировку в Баку. Ну и пошел в хороший ресторан. Говорит, здравствуйте, а что у вас есть? А ему официант говорит, здравствуйте, салам алейкум. У нас есть очень хорошие шашлыки. А какие у вас шашлыки? Ну, говорит, есть по 10 рублей просто шашлык. А есть по 25 шашлык с пах-пахом. Бедный командировочный сидит, думает, колготки жене, детям подарки. 10 рублей 25, 13 зарплата премиальная. Один раз живем. Вдруг его душа распрямляется, он говорит, неси шашлык с пах-пахом. И несет ему официант шашлык, несет к его столу и говорит, пах-пах-пах, пах-пах-пах,
Пах-пах-пах-пах-пах. Пах-пах-пах. Какой шашлык. Понятно? Вот и весь анекдот. В Баку умеют взять деньги. Умеют взять деньги так, что тебе приятно будет. Ну что, в последний раз перед подачей смазываем волшебным соусом. А видите, его здесь осталось ровно 3 капли. Можно сказать, что ничего не осталось. А вот и хорошо. Не надо, чтобы оставалось на следующий раз. В следующий раз мы приготовим все заново. Тем более, что в следующий раз вас ждет еще один шашлык. Шашлык из другой птицы. Из совсем другой птицы. Волшебный шашлык из утки. Ели когда-нибудь такой? Нет? Не забывайте. 8:30 утра по субботам. Кто рано встает, тому Сталик преподает. Преподает уроки кулинарного мастерства и хорошего настроения. Все, не могу больше ждать. Но я же для хороших людей готовил. Для вас. Ждать больше не могу. Скорее тороплюсь разложить помидорчики и перчики, чтобы плов, азербайджанский плов, который мы сегодня подаем в качестве гарнира к этому великому шашлыку, не остыл. Помидорчики, перчики, зелень, яваш, пендыр-лаваш. Без всего этого какой стол? Стол должен быть накрыт так, чтобы на нем палец некуда было поставить. Вот тогда это стол. Хороший азербайджанский стол. Посмотри, какая красота у нас на мангале. Какие ножки, какие, чуть не сказал, ручки, в смысле крылышки. Все получилось просто превосходно. Раскладываем по блюду. Раскладываем так, чтобы каждому едоку и крылышко, и ножка, и кусочек грудки, и кусочек бедрышка. Всего поровну. Вот меня здесь самый прекрасный режиссер кулинарной программы спрашивает, а нельзя ли точно так же, в таком же маринаде, приготовить шашлык в духовке? А я отвечаю этому хорошему, доброму человеку: а зачем? Зачем? Ну, мы шашлык готовим, не знаю, 5 раз в году, 10 раз в году максимум. Неужели трудно развести уголь и приготовить так, как положено, чтобы шашлык выглядел вот так? Полюбуйтесь. Ну разве это не красота? Дорогие друзья, друзья тех людей, у кого нет собственного дома, у кого нет дачи. Но вы же все равно, друзья, может быть, одноклассники, одногруппники, работаете вместе. Так приглашайте друг друга, чтобы и те люди, которые пока что временно живут в хороших квартирах, иногда полакомились шашлыком. Это был ответ на вопрос, а что делать тем, у кого нет мангала, а что делать тем, кто живет в больших городах. И надеюсь, что этот ответ вам очень понравился. И вот теперь, дорогие друзья, настал самый волнующий мое доброе сердце момент. Мне приходится опять прощаться с вами. Но зато у меня есть повод сказать вам, дорогие мои, приятного вам аппетита!